Доброго времени суток. Сегодня 1 января. С Новым годом вас всех, дорогие друзья, подписчики, гости и все, кто зашел на мой канал. Вот утро начинается с корма, с уборки. Хочу вам показать, какой нам уточки наши красавицы. Опять туда залетели. Преподнесли сюрприз на Новый год. Вот посмотрите, раз яичко. Она красавица мои. Вчера было 2 яйца. А нет, 2 яйца тут вон, просто плохо видно. Вон, 2 яйца. Мы не успели вчера сделать. Опять, как говорится, не живи как хочется, живи как Бог велит. Но вчера 31 января, 31 декабря, прошу прощения, муж принес и говорит, ты посмотри, какой нам уточки сделали подарок. Наши уточки начали нестись. Ой, голова-то какая грязная. Ну вот эти 2 коричневые только несутся. Видите, у них грудки шире. Вот посмотрите, какие. Они немножко приземистые стали. Расширились. У них, видать, это самое. Они как беременные стали. А вот другие уточки, вот наверху, посмотрите, они худенькие. Вот по-моему, черная уже начинает, вот это вот. Черная тоже расширяться начинает. Вот по ним сразу видно. И яйцевод, соответственно, у них должен отвисать. Ну вот, видите. Ну, сейчас мы вас покормим. Вон и курочки, вот смотрите, зерносмеси. Видите, что с утра, время 10 часов, они уже снесли. Все, красота. И эти. Это я их подкормила зерносмесью. Видите, какая красота? Ну, конечно, кто только начинает, очень сложно вот это привыкнуть. И тем более, если человек городской, очень сложно привыкнуть к тому, что вот это замешивать, это все. Всем, конечно, рекомендую начинать с комбикорма. А потом уже потихонечку начинать пытаться заменить. Потому что я на своем опыте, я человек городской, держала только куриц и кроликов на даче. Ну, вот в этом году мы, видите, как начали. Ну, вы не смотрите, почему вот как бы у нас хозяйство, да, и у нас всего 5 курочек. У нас летом было много куриц. Мы их убрали лишних, оставили только самых хороших. Молодняк оставили вот свой, тоже отборный. Уток тоже у нас было много. Мы только вот оставили те, которые как бы не каннибалят, которые не гоняют друг друга, не дерутся, которые спокойные. И этих селезней очень много было, убрали. У нас как бы было много летом, я просто не снимала, потому что как бы, ну, только фотографировала для себя. Вот вы посмотрите, она съедает, не хватает белка, хотя я сейчас им накладываю. Ну, она самка, она вон, видите, что делает? Она берет перо у своего кавалера. Ей не хватает, она начала яйца нести, ей не хватает. Ну, он у нас жирненький, ничего страшного, ему даже вроде как и понравилось. Но единственное, что она может каннибалить сейчас и своих этих уток. Ну что ты, да ничего, я про вас рассказываю, да, вот какой мы красивый. Вы смотрите, он даже на меня как бы это... Да, вы посмотрите, охраняет яйца охраняет. Я, кстати, вот что-то сегодня утром проснулась после Нового года. Муж у меня на работу сегодня пошел. Я проснулась и подумала от радости, что нам начали яйца сносить. Думаю, надо что-то сделать видео отдельно именно по мускусным уткам. Мускусные утки и пекинки-башкирки — это 2 разные вещи. В чем я вам расскажу. Они очень-очень интересные по характеру, по поведению, по своим жизненным, так сказать, устоям. Вот пекинцы, например, ну вот не пекинцы, мускусы, в данный момент у меня такой мускусы, да. Мускусы, когда я накладываю кушать, первым подходит селезень, кушает. Он пробует, он проверяет, что принесли покушать, водичку пробуют. А после этого уже подходят самки, утки. Видите, самочка уже села. Готова, чтобы ее потоптали, так сказать. И видите, он охраняет своих уточек, он охраняет яйца, он как бы защищает свое семейство. И у них как любовь. Они, вот если они живут семьей, они только одной семьей живут. А пекинцы,
А пекинцы, они наоборот, вот заметила, насыпаешь кушать, пекинки, селезни, они стоят сзади, подходят сначала сами утки, башкирки. И вот у меня был один селезень башкирец и один селезень пекинец. И утки, соответственно, пекинки и башкирки. И как вы думаете, они стоят селезни сзади, подходят сначала кушают уточки. Уходит, например, одна уточка уходит, вместо нее, если уходит, вот что интересно, если уходит от кормушки пекинка, подходит селезень пекинец. Если от кормушки первая уходит башкирка, первым подходит башкирец к кормушке. Ой, как ты меня напугала, девочка. Так что вот такие вот интересные нюансы у них. Да, конечно, и пекинцев хорошо, но они очень орут. Я не люблю, когда шумно у нас. Я люблю тишину. Для того мы за город и выбрались, чтобы, как сами видели, у нас квартира есть, 10 минут ходьбы отсюда. Но мы вот и Новый год встречали здесь, на участке. Первый раз мы встречали Новый год. Ну, не считая, что мы приходили, шашлыки ели, а тут именно мы вот ночевали. У нас здесь тепло, хорошо, хоть немножко еще не доделано. Вот видите, 1 января муж на работе. Так что вот курочки вон кушать хотят. Ну, сейчас я не успела смесь замесить. Вчера праздничный ужин готовила. До поездки были. Сейчас я им просто насыплю комбикорма. Пусть побалуются. Посмотрим, что они... А в обед я им уже дам комбикорм и замоченную смесь. Ну и картошечки сварю, вкусняшечку. Сделаем сегодня праздник. Овощей наварим. Много осталось у нас от этого... как говорится, приготовления новогоднего стола. Ну, вот так вот, дорогие мои. Видите, какая у нас новость и радость? Ну, мы их начинаем. Сейчас я их буду забирать, яйца. Ложить при температуре до минус 10, ну, где-то минус 3, плюс 13, плюс 15, плюс 17 такая температура у меня в определенном месте есть. И когда они нанесут определенное количество яиц, когда я увижу, что они начнут здесь перышки накладывать. Ну, не здесь, мы приподнимем немножко, только я боюсь, что у них стресс будет. Наверное, сначала